Пока вы будете смотреть это видео, я вас уверяю, один человек или несколько человек с конкретными фамилиями и именами заработают 100, а может быть 200 тысяч евро или же фунтов стерлингов. Беженцы – это бизнес. Беженцы – это колоссальный, многомиллионный, многосотмиллионный бизнес. Что мы видим в газетах, в СМИ? Мы видим не вершину айсберга, мы видим легкое облачко над вершиной айсберга. Обычно что нам показывают? Вот, спасли опять партию беженцев. Показывают лодку, показывают, они любят детей очень обязательно. Вот в руках кто-то держит ребеночка, и ребенок в спасательном жилете. Никто не задумывается, где купили этот спасательный жилет. Сотни и тысячи спасательных жилетов – это бизнес. Лодки – это бизнес. Многие люди представляют, что беженцы надули лодочку и поплыли, и гребли они практически чайными ложками. Это не так. За то, чтобы переплыть это море, подвергая свою жизнь колоссальному риску, люди платят деньги. Большие деньги. Очень большие деньги. Для того, чтобы попасть из одной страны в другую, люди также платят деньги. Я не уверяю никого в том, что этот человек, который говорит на видео, говорит правду. Мы вообще никого ни в чем не пытаемся убедить. Мы просто говорим, этот человек знает, о чем он говорит. И также он прекрасно знает, что если мы где-то засветим его лицо, а у нас на видео, конечно же, есть его лицо, его просто убьют. И так дальше смотрите сами. Хорошо, поехали. Ты живешь в Джунглтаун, ты беженец, а беженцы, которые хотят добраться в Великобританию, могут кому-то заплатить и поехать туда. Расскажи мне про этот бизнес. Сколько люди, которые организовывают нелегально транспорт, попадание в страну, зарабатывают на одном человеке, который, например, хочет добраться в Лондон. Расскажи про этот бизнес, все, что ты знаешь. Есть эритрейские контрабандисты, есть курдские контрабандисты, есть афганские контрабандисты. Но работа с гарантией успеха в джунгл это... Они известны. Курды, они известны, курдские контрабандисты известны. Люди платят им как минимум 3500. Я слышал, что есть люди, которые платят и 10 тысяч за гарантированный транспорт. Имеется в виду Великобритания. 3500 and is going to... I heard sometime I talk with someone. He pay 10,000 and more than 10,000 for getting guarantee like going to... 10 тысяч евро? Фунтов. 10 тысяч фунтов только за пересечение границы. А в среднем сколько надо заплатить, чтобы добраться в Великобританию отсюда? Обычно это 5000 фунтов. 5,000. И что дальше? Платишь и что? Не надо изначально платить контрабандисту. Можешь отправить деньги кому-то в Англии, либо в другое место. У курдов другая ситуация. Мы платим деньги кому-то в Курдистане, и тот человек становится твоим гарантирующим человеком. Он держит твои деньги. В то время нет денег ни у контрабандиста, ни у человека, который хочет ехать в Англию. Деньги есть у другого человека. Когда ты добрался в Англию, контрабандист берет твои деньги. Если ты не добрался в Англию, твои деньги есть у гарантирующего человека. Если ты отказался ехать, либо если контрабандист отказался организовать транспорт в Великобританию, либо сказал, что не может отправить тебя из-за любой причины, можешь получить свои деньги обратно. Но для того надо заплатить 500 евро. Извините, 500 фунтов. You can get back money and you have to pay 500 euro for get back or returning money. You have to pay 500 euros. 500 pounds, sorry. Значит, если хочешь свои деньги обратно, если ничего не получилось, все равно платишь 500 фунтов и получаешь свои деньги, да? Да, и тогда получаешь обратно свои деньги. Эти деньги берет гарантирующий? Да, точно. Сейчас в джунгле самые лучшие контрабандисты – это курды. Хорошо, ты заплатил, и как ты можешь добраться в Англию? Поездом, грузовиком, паромом? Конечно, у контрабандистов есть парковка, которая им принадлежит. Он забирает людей. В грузовик ходит 20 или 25 человек. 20 человек? Да, в одном грузовике. Если один платит 5000 фунтов, тогда это вместе 100 тысяч фунтов? Точно. Куча денег. А водители грузовиков и контрабандисты работают вместе? У них есть какой-то договор? Бывает, водители грузовиков знают, и это называется гарантированной работой.
Значит, дальнобойщики работают с контрабандистами. Actually, На самом деле бывают такие контрабандисты, но нелегко найти таких контрабандистов, потому что они вынуждены скрываться. they must hide themselves. Значит, обычно платишь 5000 фунтов. Обычно у них своя парковка, и ты заходишь в грузовик. Если кто-то приближается к парковке, его могут убить, его могут изнасиловать. Они могут тебя избить, они могут с тобой сделать все, что угодно. Rape you, they do, and they can beat you, they can do anything with you. Я когда-то встретил большую группу беженцев недалеко от парковки. Это было в прошлом году. Я был там с молодым сирийцем и с эритрейцами или суданцами. К нам подошло около 50 человек. Один чувак в балаклаве сказал, что если еще раз увидят меня на их дороге, на их парковке, тогда меня убьют. Целая группа жителей джунглей отправляется искать грузовики. Грузовики они ищут для того, чтобы запрыгнуть в них тайно, возможно, и отправиться в Лондон. Они находят дырку в заборе и отправляются на поиски этих самых грузовиков, потому что доходят легенды, что у кого-то получается на грузовиках уехать. С этой же целью они останавливают машины периодически. Внезапно появляется огромная толпа людей, и никто не может понять, кто это такие. Сириец отправляется на переговоры с этими людьми. Расскажи, что случилось, что это за люди, что им вообще нужно было? Это люди, которые берут деньги у людей, которые собираются идти по этой дороге. Это беженцы? Yes, some refugees and someone to take their people. It's not one man, it's like a mafia. Yes, without him. Подожди, что он тебе сказал? Что он тебе сказал, главарь этот? Он сказал, вы должны идти в джунгли, и я убью тебя, если вы не пойдете в джунгли. Это точно были контрабандисты. Если это не были контрабандисты, тогда что они там делали? Мне кто-то сказал, у меня был друг, они пытались зайти в грузовик на какой-то парковке. Они были задержаны контрабандистами. Одного потом отпустили, а второго изнасиловали. Контрабандисты сказали одному из них, чтобы он смотрел, как они насилуют его друга. А потом он должен был рассказать об этом в джунглях. They rape him, and he told this guy, friend. Сказали, что если он этого не сделает, тогда его тоже изнасилуют. Никто больше не может заходить на эту территорию. If you don't tell all of jungle, my friend, and nobody can come to this area anymore. Значит, если у тебя нет денег, тогда очень сложно добраться в Англию. Люди, у которых есть деньги, не остаются в джунглях на долгое время. А такой путь, о котором я сказал, это только для бедных людей. Они усложняют жизнь бедных людей. They make a difficult life for only poor people. Эти люди, которые бросаются с мостов на грузовики, бросаются на поезда в евротуннели, у них просто нет денег, и поэтому они так делают. Если бы у них были деньги, они могли бы пытаться добраться в грузовиках на парковке. Если человек пытается добраться в грузовике на парковке, это значит, у него есть контрабандист. Без контрабандиста у него нет разрешения идти туда. Если он пытается добраться в Великобританию, оттуда, значит, у него есть деньги. Если у тебя нет денег, ты будешь пытаться остановить машину на дороге, будешь атаковать мост, будешь стараться как можно лучше. Так как я раньше пробовал в Шербуре, Гавре, Дьеп, из Бельгии, Брюгге, из Голландии, из Роттердама. From Belgium, Brugge, from Holland, Rotterdam. Ты пытался войти на паром? Да. И один раз мне получилось войти на паром без грузовика или машины. Я просто зашел туда. Я зашел на паром, я спрятался, а потом каким-то образом мой друг открыл двери одной из машин и хотел сесть в нее. Это была маленькая машина. Он открыл двери, а потом вокруг нас появилась охрана. Они заметили фары машины, которые включились. Small car. Then he opened the door of car. This was a security around us, and he see the light of car is going to turn on. Включился аларм? Нет, не аларм, только фары машины. Открываешь машину, включаются фары, поэтому нас поймали. И это был единственный случай, когда у нас был шанс войти на паром. Единственный случай. Причина того, что люди едут в Англию, это только лишь одна – заработать деньги. Люди могут там нелегально работать, любым способом могут там заработать большие деньги. Ну язык, он простой. Work legally, and they can make
a lot of money by any way, and the language is also it's easy.